Январь 2024 года уже позади, и месяц выдался довольно сложным, потому что мы увидели не только взлеты до 49, но и падение до 38,5 тысяч долларов. Правда, по итогу январь закрылся в ноль, и теперь нам приходится начинать все с чистого листа. Но тем не менее наступил февраль, который исторически является одним из самых положительных месяцев для биткоина. Ведь если посмотреть на данную таблицу, мы увидим, что начиная с 2013 года только 2 месяца были закрыты в минус. При этом в другие месяцы был сплошной плюс. И февраль 2024 также может пополнить эту статистику, поскольку все самое худшее уже позади. Самое главное, что продажи биткоина на миллиарды долларов от Grayscale прекратились, ведь именно это было главной причиной коррекции. Но несмотря на то, что биткоин торгуется выше 40 тысяч, большое количество аналитиков считают, что коррекция еще не закончилась, и сейчас мы находимся только на первой фазе обвала биткоина до 35 тысяч долларов, потому что на графике формируется вот такая нисходящая линия тренда. Также после заседания ФРС Джером Пауэлл прямым текстом нам сказал, чтобы мы не ждали понижения ставки в марте. При этом вчера отчет по количеству рабочих мест в США только подтверждает слова Пауэлла, ведь данные в 2 раза превысили прогнозы. Но неужели февраль действительно станет началом конца, и мы увидим, как биткоин упадет еще ниже, чем в январе? А ответ на данный вопрос вы получите в этом видео. Сегодня вас ждет масштабный обзор крипторынка, потому что я сделаю для вас разбор биткоина, составлю прогноз его цены на целый месяц, также обсудим, сможет ли эфир вырасти на следующей неделе перед запуском важного обновления Dencun. Дополнительно расскажу, почему вырос Link и будет ли он расти дальше. Посмотрим, что происходит с альтами. Ну и конечно же поговорим о некоторых экономических событиях, которые снова начинают оказывать влияние на криптовалюту. В общем, все как вы любите, так что перед просмотром обязательно поддержите видео лайком. И кстати, мы заметили, что в комментариях вы часто нас просите сделать подробный обзор на перспективную монету Injective. Поэтому давайте так, с вас 800 лайков под этим роликом, а с нас интересный обзор. Ведь только ваша поддержка влияет на скорость выхода новых видео. За лайки заранее спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, на примере 4% падения биткоина 31 января после выступления главы ФРС, вы должны понимать, что экономические события по-прежнему оказывают влияние как на фондовый рынок, так и на криптовалюту. Вот поэтому нам крайне важно следить за экономическими отчетами, которые будут публиковать в феврале. И для всех наших подписчиков телеграм-канала мы уже выложили сегодня пост, в котором собрали для вас самые важные даты февраля, которые вам стоит отметить в своем календаре. Также не забывайте, что все самые свежие и актуальные новости рынка криптовалюты и не только первыми публикуются именно в нашем телеграм-канале, поэтому переходите и, конечно же, подписывайтесь. Ну а мы начнем по классике с биткоина, который сейчас находится в очень интересном положении, из-за чего многие не знают, куда же он будет двигаться дальше. В целом, глядя на январь, мы увидим, что биткоин в начале года вошел в фазу коррекции, которая наступила приблизительно 11 января, то есть сразу после одобрения ETF. Причину, из-за которой биткоин и другие монеты столкнулись с такой коррекцией, все уже давно знают, еще с наших прошлых роликов. И естественно, это продажи от Grayscale. Тем не менее, на сегодняшний день продажи от Grayscale сократились почти до нуля. Вот поэтому январь был закрыт около 43 тысяч. Но при этом, если мы посмотрим на месячный график, мы увидим вот такую свечу, которая говорит о том, что по факту в январе биткоин вырос только на 0,5%. И самым интересным был последний день января, когда все уже расслабились и ничего не предвещало беды. Но после выступления Джерома Пауэлла фондовый рынок полетел вниз, а биткоин потерял около 4% своей стоимости. С этой информацией вы также, скорее всего, уже знакомы, потому что в нашем телеграм-канале мы делали отчет речи Пауэлла. Но кто не видел, я расскажу. Ведь после того, как Пауэлл заявил, что понижения ставки в марте не будет, индекс доллара пошел вверх, а рискованные активы вниз. В наших прошлых роликах я вам рассказывал, что сохранение высоких процентных ставок повышает интерес к доллару и покупке гособлигаций США. Ведь по сравнению с криптовалютой или акциями, облигации показывают более высокую, а главное стабильную доходность. И после того, как Пауэлл сказал, что в марте ставку понижать не будут, доходность облигаций выросла. К тому же после таких комментариев главы ФРС шансы на снижение ставки в марте сразу же упали до 35%, хотя были 65%. Ну а после публикации отчета о количестве новых рабочих мест шансы на понижение вообще упали до 20%. А все потому, что данные почти в 2 раза превысили прогнозы. В свою очередь, новые рабочие места напрямую влияют на безработицу, которая показала небольшое снижение в январе. Но
для ФРС падение безработицы и новые рабочие места вообще не нужны, ведь новые рабочие места формируют новых потребителей, которые будут тратить больше, увеличивать спрос, тем самым стимулировать рост цен. А вот высокие цены и приводят к росту той самой инфляции, которая сейчас составляет 3,4%. При этом высокие процентные ставки давят на региональные банки США, которые сейчас рискуют столкнуться с кризисом, как это было в марте прошлого года. И, например, акции банка Нью-Йорк Миллон упали после заседания ФРС, поэтому Пауэллу придется проделать очень хорошую работу в этом году, чтобы контролировать инфляцию и не допустить банковский кризис. Хотя, возможно, этим уже и не будет заниматься Джером Пауэлл, ведь вчера на интервью Трамп сказал, что если он станет президентом, то он уволит Пауэлла, так что ему нужно работать в 2 раза больше, чтобы остаться на посту главы ФРС. Но несмотря на то, что биткоин падал в начале февраля, на фоне последних негативных экономических новостей, самый минимальный уровень, который он протестировал, это 41 800 долларов. То есть он уже не падал ниже 40 или 39 тысяч. Хотя при этом вы можете найти десятки новостей, что биткоин расти больше не будет, нас ждет затяжная коррекция или вообще полный крах. Вот только BlackRock так не думает. И несмотря ни на что, покупает и еще раз покупает. На сегодняшний день BlackRock уже скупила 70 тысяч биткоинов на 3 миллиарда долларов. И вы только представьте, меньше чем за 1 месяц с рынка вытащили 70 тысяч монет, которые сейчас хранятся у самой большой инвестиционной компании мира. Конечно же, это является очень положительным катализатором, ведь я до сих пор считаю, что в ближайшее время покупки BlackRock прекращаться не будут. А как мы знаем, биткоин – это лучший индикатор, чтобы прогнозировать движение альтов. Ведь если растет биткоин, то растут и альты. Таким образом, на этой неделе было очень много монет, которые показали активное движение от 10 до 30%. И лидером роста стал, конечно же, Link, который буквально за пару дней вырос на целых 25%. Особенно после пробоя сопротивления на уровне 17 долларов. И, кстати, именно на этом уровне участники нашей подписки Coin22 Pro заранее открыли лонг-сделки, потому что 31 января аналитики Pro заметили скопление заявок на покупку Link. А после закрытия позиций около 17,5 долларов участники Pro заработали от 50% прибыли. По такому же принципу мы заработали от 60% профита на росте AVAX. Но в подписке Pro вы будете не только получать прибыльные сделки, но еще и обучаться, применяя свои знания на практике, которые мы уделяем 90% времени. Поэтому для новичков это является отличной возможностью начать торговать в сопровождении наших специалистов, которые 24/7 помогут вам в любой непонятной ситуации. Сегодня аналитики Pro уже провели анализ монеты DOT и подготовили лучшие точки входа. Поэтому если вы не желаете упускать свою потенциальную прибыль, а хотите получить сделку по DOT уже сегодня, прямо сейчас переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы предоставим для вас всю необходимую информацию. Но все-таки вопрос, почему Link вырос на 25%, остается открытым. Поэтому давайте узнаем, что же так сильно запампило его цену и продолжит ли он расти дальше. Причину роста помогли определить аналитики криптофирмы Santiment, которые в своем отчете указали, что активный рост спровоцировали большие кошельки, которые спустя долгое время бездействия проснулись и начали накапливать еще больше токенов. Когда инвесторы и трейдеры заметили активность больших кошельков, это вызвало ажиотаж на рынке, и все начали покупать Link. И в отчете Santiment даже говорится, что на этом фоне Link может показать рост до 20 долларов, где в последний раз он торговался еще в 2022 году. И здесь я бы хотел вспомнить наш топ монет на 2024, который выходил больше месяца назад. В нем мы рекомендовали вам добавить Link себе в портфель, еще в то время, пока он стоил около 15 долларов. Потому что если сравнивать его с другими альтами, у него есть большое количество известных партнеров, в том числе и система Swift. А также почти в каждом месяце происходят интересные обновления. Например, вчера Link интегрировал специальный сервис для взаимодействия между сетями Ethereum, Avalanche, BNB, а также Base. И на дневном графике ему наконец-то удалось выйти из вот этого диапазона. А если в ближайшее время после консолидации цены поддержка станет уровень 17 долларов, это может стать хорошим фактором для роста. Так что лично у меня в портфеле Link есть, поэтому буду наблюдать за его движением. Также из альтов на этой неделе успела выделиться Solana, но точнее не сама монета, а токен на ее сети под тикером PIVE. Это
такой блокчейн Oracle, который работает на основе Solana. Его можно использовать для разработки финансовых приложений, а также для публикации рыночных данных в режиме реального времени. И после листинга на Binance монета PIFE выросла на 50%. Тем не менее, сама Solana пытается зафиксироваться выше $100, и это очень важный уровень, потому что в данный момент цена находится ниже линии сопротивления. И если Solana не сможет ее пробить, а уровень $100 таки останется жестким барьером, цена может вернуться вот в этот нисходящий треугольник, который формируется начиная с 25 декабря. Но мы еще не разобрали эфир, который сейчас готовится к финальному запуску обновления Dencun, которое должны провести 8 февраля, в результате чего будут предоставлены несколько предложений по улучшению Ethereum, включая прото-данкшардинг, который, как ожидается, снизит комиссии за транзакции для блокчейна второго уровня, а снижение комиссий всегда было главной целью команды Ethereum. 1 февраля главный разработчик Тим Бейка сообщил, что недавнее тестирование обновления прошло очень хорошо, потому что перед тем, как запускать обновление в основной сети, они делали 3 запуска в тестовых блокчейнах, и после таких успешных тестов эфир даже показал небольшой рост. По факту Dencun является первым важнейшим обновлением после Шанхая, который позволил выводить эфир из стейкинга, поэтому данное событие может оказать влияние на цену эфира на следующей неделе, если, конечно же, обновление пройдет хорошо. Как я говорил в наших прошлых видео, эфир удержал вот эту восходящую линию тренда, которая сформировалась начиная с ноября прошлого года, и сейчас цена продолжает торговаться выше первой ключевой поддержки на уровне $2200. Но опять-таки, как я говорил в прошлых роликах, эфиру нужно выйти из этого треугольника и уверенно зафиксироваться выше уровня $2300, потому что если этого не произойдет, то скорее всего мы увидим повторное снижение до линии тренда, на что сигнализирует RSI, который движется ниже нейтральной линии. А вот когда эфир получит достаточно ликвидности от покупателей в этом диапазоне, он снова сможет вернуться в восходящий канал и показывать в нем движение вверх, на что может повлиять предстоящее обновление. Поэтому если вы планируете прикупить эфир, чтобы удерживать соотношение в своем портфеле на уровне 20 или 30%, то присмотритесь вот к этому диапазону, ведь эфир уже долгое время здесь консолидируется. Кстати, еще по поводу альтов хотел добавить очень интересную новость. Если мы перейдем в альты на базе искусственного интеллекта, мы увидим, как многие монеты зафиксировали хороший рост за неделю, а все благодаря тому, что компания Meta анонсировала чип искусственного интеллекта. И если раньше Meta использовала чипы от Nvidia, то сейчас Марк Цукерберг решил создать свои чипы. Честно говоря, не знаю, как Meta будет развиваться в этом направлении, ведь они еще свои метавселенные до конца не довели, но то, что это положительно влияет на саму индустрию ИИ, с этим не поспоришь. Поэтому, если что, топ самых лучших монет на базе ИИ уже есть у нас на канале. Ну а чтобы в целом понимать, какие перспективы для криптовалюты есть в феврале, давайте разберем биткоин, который я оставил, как говорится, на десерт. И сперва немного свежей метрики. Как мы видим, количество транзакций китов на сумму $100 тысяч и выше сократилось в период с 17 января по 1 февраля. Поскольку за последние несколько недель эти всплески транзакций с китами совпали с реализованной прибылью, недавние свежие объемы транзакций указывают на то, что киты перестали фиксировать прибыль. При этом отток средств из ETF GBTC сокращается. В частности, давление продаж GBTC упало почти до нуля, как я говорил ранее. Ведь если раньше из Grayscale уходило по $1,8 миллиардов в день, то сейчас эта цифра и не превышает 200 миллионов. Вот поэтому биткоин и держится выше 42 тысяч. Но как мы видим, вот эта нисходящая линия тренда продолжает создавать давление на цену биткоина, из-за чего создается впечатление, что мы еще не полностью вышли из фазы коррекции. Вот только сказать, что биткоин снова упадет до 38,5 тысяч, я также не могу, ведь, например, RSI движется выше уровня 50, а индикатор MACD находится над сигнальной линией, что также указывает на сохранение восходящего тренда. И следующая неделя будет решающей для биткоина, потому что если биткоин успешно проведет консолидацию выше 43 тысяч, в результате чего пробьет эту линию сопротивления, следующей целью станет уровень 44, но затем и 45 тысяч. Так что пока на рынке нет жестких негативных катализаторов, биткоин будет набирать ликвидность для будущего роста. Но я прекрасно знаю, что у каждого трейдера или инвестора есть свое мнение насчет движения биткоина, поэтому предлагаю вам оставлять ваши прогнозы в комментариях, на которые мы обязательно ответим. Также не забывайте, что все самые свежие новости выходят в нашем телеграм-канале, так что проверьте, подписаны ли вы на телеграм-канал. Ну и как всегда, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся уже на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных, до скорых встреч!